Жаркое и сухое лето в том году превратило бескрайние леса предгорий в настоящую пороховую бочку. Воздух в окрестностях был буквально пропитан запахом перегретой сосновой смолы, сухой хвои и едва уловимой, но крайне тревожной горчинкой дыма. Для Джорджа этот характерный запах всегда служил сигналом высшей степени готовности. Уже более 12 лет он работал профессиональным спасателем в местном отряде лесной охраны. И за эти долгие годы через его заботливые руки прошли десятки обожженных, перепуганных и беспомощных обитателей тайги. Спасение диких животных во время масштабных лесных пожаров давно стало для него не просто рабочей обязанностью или очередным пунктом в трудовом договоре, а настоящим внутренним призванием, той самой искренней миссией, которая наполняла глубоким смыслом каждую прожитую минуту. В тот роковой день, когда на дальнем северном хребте вспыхнул очередной опасный верховой пожар, густой шлейф сизого дыма мгновенно затянул добротную половину небосвода. Находясь на плановом дежурстве и закончив первичную обходную проверку веренного ему сектора, Джордж вернулся к своему небольшому уютному деревянному дому, стоявшему на самом краю защитной противопожарной полосы. Однако профессиональное чутье не давало ему покоя ни на секунду. Он прекрасно знал по опыту прошлых лет, как быстро стремительная стихия загоняет лесных зверей в глухие тупики, отрезая им единственные пути к спасительной реке. Взяв с собой плотную брезентовую куртку, вместительную медицинскую аптечку и прочную сумку, Джордж твердо решил совершить еще один негласный обход территории, прилегающей к его собственному жилищу, чтобы лично проверить, не требуется ли кому-то из беспомощных животных экстренная помощь. Он медленно двигался вдоль едва заметной звериной тропы, пробиваясь сквозь едкую завесу дыма, постоянно поднимавшуюся от близлежащей гари. Тихое тресканье обугленных ветвей под ногами смешивалось с отдаленным, но угрожающим гулом подступающего пламени. Внезапно у вывороченного корня старой упавшей ели Джордж неожиданно замешкался. Из небольшого затемненного углубления под мощным корнем доносился едва слышный жалобный писк, перемешанный с тихим, слабым и понурым похрюкиванием. Пригнувшись и осторожно раздвинув ветки, спасатель буквально обомлел от увиденного. Там, вплотную прижавшись к сырой и прохладной земле, находились два совершенно несовместимых в дикой природе существа. В самом углу ютился совсем крошечный рысенок, которому на вид было не больше 2 месяцев, с испуганными золотистыми глазами и дрожащими темными кисточками на ушах. А прямо перед ним, уткнувшись мокрым носом в его пушистый бок, лежал совсем маленький, пятнистый олененок, полностью обессилевший от жары, страха и дыма. По отдельности у них не было ни малейшего шанса самостоятельно пройти через пылающий лес или найти своих матерей, которые, скорее всего, либо сгорели, либо спаслись бегством. Джордж мгновенно оценил сложившуюся ситуацию. Оставлять их на месте означало обречь на верную смерть от удушья или огня. Никаких иных решений в этот момент просто не существовало. Спасатель осторожно завернул обоих малышей в плотную брезентовую ткань, бережно поднял их на руки и спешно направился к своему дому. Принеся подкидышей в дом, Джордж обустроил для них временный мягкий угол на веранде, предложил свежей воды и немного молока, после чего был вынужден снова срочно уйти по вызову. Пожарная бригада запрашивала подкрепление на восточном фланге. Напряженный день плавно перетек в бессонную ночь, полную тяжелой борьбы со стихией. Мужчина вернулся домой лишь к следующему полудню, предельно обессиленный, покрытый копотью и глубоко обеспокоенный тем, как пережили его отсутствие эти необычные подопечные. То, что он увидал, открыв дверь веранды, потрясло его до самой глубины души. Ожидая увидеть страх, драку или, как минимум, настороженность между естественными врагами,
Джордж просто застыл на пороге. На подстилке, свернувшись единым клубочком, спали маленькая рысь и олененок. Они сидели невероятно близко, буквально вплотную прижавшись друг к другу, отдавая взаимное тепло и находя друг в друге единственную доступную защиту. Естественные жесткие инстинкты хищника и жертвы оказались полностью подмяты общей бедой и пережитым смертельным ужасом. Невероятный союз зарождался прямо на глазах. Страшное природное бедствие навсегда объединило тех, кто в обычной жизни никогда не стал бы сородичем. С этого самого дня они стали практически неразлучны. Джордж прекрасно понимал законы дикой природы. В глубине души он сначала надеялся, что когда малыши окрепнут и подрастут, их можно будет постепенно адаптировать и выпустить назад в родной лес. Но суровая правда заключалась в том, что оба детеныша остались сиротами в слишком раннем возрасте. Без искренней материнской опеки и обучения олененок никогда не сумел бы найти пропитание и спастись от опасности, а рысенок не овладел бы сложнейшими навыками охоты. К тому же первые недели жизни рядом с человеком навсегда изменили их восприятие окружающего мира. Оставить их одних в диком лесу означало подписать им неизбежный смертельный приговор. Поразмыслив, Джордж принял твердое решение. Оба животных навсегда останутся жить у него дома. Вскоре о таком решении спасатели узнали жильцы ближайшего поселка. На Джорджа незамедлительно обрушилась волна сильного непонимания и жесткого осуждения со стороны соседей. Люди наперебой твердили, что держать в обычном жилом доме взрослого дикого хищника — это вершина безрассудства и смертельный риск для всех окружающих. Соседи качали головами, постоянно шептались за спиной и даже пытались писать жалобы в местную администрацию, требовали немедленно сдать рысь в специальный питомник или зоопарк, а оленя отпустить на волю. Но Джордж оставался совершенно непреклонен. Мужчина методично объяснял каждому, что эти животные уже слишком привыкли к людям. Они полностью лишены способности самостоятельно добывать себе пищу в диких условиях и просто сразу же погибнут без человеческого ухода. Он взял на себя всю полноту ответственности за их судьбу и безопасность всех окружающих. Так началась их совместная жизнь. В доме Джорджа к тому моменту уже проживали и другие домашние питомцы — пожилая спокойная кошка и две добродушные охотничьи собаки. На удивление многим, появление диких обитателей лесов не вызвало в доме никакого хаоса. Соблюдая удивительную внутреннюю иерархию, рысь и олененок быстро влились в существующую домашнюю экосистему. Собаки приняли малышей как родных, а кошка заняла позицию строгого, но справедливого воспитателя. Прошли годы. Местные жители долгое время продолжали в один голос утверждать, что жить под одной крышей с дикими животными очень опасно, ведь хищные инстинкты рано или поздно возьмут свое. Ранее в этом был твердо уверен и сам Джордж, да и вся его семья разделяла подобные опасения, прекрасно помня рассказы о непредсказуемом характере лесных кошек. Однако время убедительно показало, насколько глубокой и искренней может быть память и благодарность дикого животного. Рысь, которой дали имя Бенджи, росла в атмосфере абсолютной любви, тепла и заботы. Помня доброту Спасителя, она пронесла эту благодарность через года. Поскольку Бенджи с самого младенчества кормили исключительно с рук, выпаивали теплым молоком из соски и регулярно гладили, она выросла совершенно ручной. Сформировавшись в грациозное, очень сильное и крупное животное, Бенджи легко шла на контакт не только с хозяином дома, но и со всеми домочадцами. Она постоянно искала человеческой ласки, с удовольствием подставляла свое мощное пушистое брюшко для почесываний и совсем не проявляла ни малейших признаков агрессии. Поведение подросшей рыси удивительным образом напоминало привычки обычной домашней кошки, только значительно больших размеров.
Она искренне признавала абсолютно всех домочадцев и радовалась их приходу. Бенджи стала незаменимой частью большой и дружной семьи. Детеныш оленя тоже вырос в статного красивого зверя и полностью привык к людям. Но самое главное заключается в том, что удивительная связь между ними не угасла. Рысь и олень до сих пор остаются самыми лучшими и неразлучными друзьями.